Сегодня нам на тест-драйв попался вот такой замечательный мотоцикл. Это Honda CBF 600 2005 года, версия с ABS и пластиком. Мы встретили ребят на заправке, они едут из Эстонии, путешествуют по России. И вот воспользовались случаем, чтобы у нас получился красивый фон. Ну и перейдем, собственно, к мотоциклу. У нас достаточно мало времени будет для того, чтобы полноценно рассказать об этом мотоцикле, поскольку владелец через буквально полчаса уезжает. Мотоцикл выпускается исключительно для европейского рынка, то есть в Японии, по сути, такого мотоцикла не бывает. Что касается основы, то за основу взят Honda CB600 Hornet, который пошел с 98 года. Здесь, в принципе, и рама такая же, и двигатель похожий. Двигатель, надо сказать, у Hornet не собственный, а от версии CBR, то есть это спортивный мотоцикл. Соответственно, здесь точно такой же мотор, как и на Hornet, за исключением одной маленькой такой детальки. Здесь на 20 лошадиных сил меньше. Если у Hornet их 98, то здесь всего-навсего 78. Почему производитель решил так серьезно снизить мощность, сейчас объясню. Дело в том, что конкретно вот этот мотоцикл разрабатывался не для каких-то скоростных прострелов, а для городской комфортной езды. Поэтому излишняя мощность, которая достигается на Hornet за счет форсировки двигателя, здесь убрана. Вся мощность доступна практически в любом диапазоне оборотов, то есть с низких мотоцикл едет уже достаточно бодро. Если Hornet нужно раскручивать, то этот мотоцикл едет уверенно с самого начала. В принципе, это достаточно серьезный плюс для людей, которые обладают не очень большим опытом вождения, и в принципе ручку газа здесь перекрутить и закозлить практически не представляется возможным, потому что 78 лошадей не позволяет это сделать. Этот мотоцикл отлично подойдет как для начинающих водителей, так и для тех, кто повышает кубатуру. Ну, допустим, он ездил на, скажем, китайском мотоцикле или на японском, но 250 кубовом, и, в принципе, вполне логично будет перейти на кубатуру повыше. При этом каких-то мега ускорений на этом мотоцикле нет, соответственно, с ним справится даже девушка. Самая главная отличительная особенность именно этой версии мотоцикла в том, что здесь огромное количество регулировок. А именно, здесь регулируется сиденье по высоте. Также регулируется руль по вылету, то есть можно поставить руль дальше от себя, можно ближе. Здесь регулируется стекло по высоте. Также здесь регулируется рычаг переднего тормоза ближе-дальше. Но этим, в общем-то, никого не удивишь. Но, тем не менее, эта функция здесь присутствует, в отличие, например, от CB750. Ну и, конечно, стандартная регулировка – это лапки заднего тормоза и переключение передач. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm no fool, no, I'm not a follower. I don't take things as they come, if they bring me down. Life can be cruel, if you're a dreamer. I just wanna have some fun, don't tell me what can't be done. You know you like me. В общем, этот мотоцикл можно подстроить под практически любой рост мотоциклиста. И как сам производитель рекомендует, этот мотоцикл можно использовать при росте уже 158 сантиметров. Это достаточно немного, и в принципе не так много вариантов на рынке, когда человек с таким небольшим ростом может подобрать для себя удобный мотоцикл. Вот CBF именно тот самый вариант, когда он подойдет и не очень высоким людям. Теперь, что касается мотора, ходовой и так далее. В принципе, здесь все классически. 4-цилиндровый
мотора от CBR 600. Что касается подвески, то здесь она не регулируется, но в принципе этого и не надо. Подвеска настроена на такой оптимальный режим, для того, чтобы можно было ехать спокойно. Спортивности этот мотоцикл как бы не подразумевает. То есть на нем нужно перемещаться спокойно. Самое интересное, пожалуй, это даже интереснее то, что здесь много регулировок, это то, что данная версия есть с ABS. Как у нас сейчас как раз на тест-драйве. Hornet, например, пошел с ABS только с 2007 года. Ну а там уже ценник совершенно другой. А CBF выпускался с ABS и без ABS с 2004 года. Естественно, если вести мотоцикл из Европы, то имеет смысл подобрать версию именно с этой системой, поскольку разницы в цене, ну, в общем-то, ее практически нет. Именно поэтому клиент, который приобрел у меня этот мотоцикл, купил версию именно с ABS. И это очень здорово. Он работает очень мягко, в принципе, срабатывает именно тогда, когда это нужно. И я всем начинающим мотоциклистам рекомендую действительно эту систему. Она позволяет сильно не задумываться над тем, какое покрытие у тебя под колесами. Одни, конечно, могут сказать, что таким образом отключается голова и в какой-то экстренной ситуации сильно не сработаешь. Но, тем не менее, это все равно мотоцикл. И так или иначе, два колеса соединяют мотоциклиста и асфальт, скажем так. То есть это два колеса являются связующим звеном между мотоциклистом и асфальтом. Поэтому какая бы ни была система, так или иначе главным все-таки является именно водитель. Что касается дизайна этого мотоцикла, ну, лично мне он очень нравится. Когда впервые я его увидел, наверное, пару или тройку лет назад, сначала на картинках, а потом и живьем, когда впервые у меня заказали этот мотоцикл, то он мне сразу же понравился. То есть достаточно такие острые линии по сравнению, например, с тем же CB750, но и в то же время это не слишком агрессивная внешность, не выдает в нем какого-то такого, знаете, сумасшедшего стритфайтера. То есть это действительно городской, спокойный мотоцикл для, в общем-то, любого желающего ездить с комфортом и сильно не рисковать при этом упасть, поскольку мощность здесь вот самое, что ни на есть, нужная. Ее здесь 78 лошадиных сил. С лампочкой ABS, которая в случае неисправности системы ABS у нас загорится. А когда мы мотоцикл заводим, она постоянно горит, и только мы тронулись, проехали буквально пару метров, она погасла. Это значит, что ABS протестирован, все работает, и он будет использоваться только в тот момент, когда действительно колеса практически на грани блокировки. Ну, это при экстренном торможении, например, ну или просто если колеса попадают на песок. Также, что мы здесь видим? Ну, стандартно лампочка указателя этого самого давления масла, нейтраль, дальний свет и вот такая нужная вещь, как лампочка, на которой изображена такая бензоколонка. Когда топливо в баке становится примерно 3,5-4 литра, лампочка загорается, и она говорит вам о том, что пора бы уже ехать на заправку, то есть включается система резерва. Здесь никакого крана нет, переключателей никаких тоже нет, соответственно, количество топлива проверяется исключительно благодаря вот этой замечательной лампочке. Очень удобная эргономика достигается благодаря высокому рулю. То есть, если сравнивать с Hornet, то он там гораздо ниже и отведен дальше. Получается, что посадка более спортивная. Здесь же посадка прямая, удобно, в принципе, не устаешь. То есть, в целом, вот этот треугольник, руль, подножки и сиденья, он очень удобный. То есть, ты сидишь практически прямо. За счет этого можно ехать, в общем-то, далеко. И расход топлива, который на уровне 6 литров, позволяет ехать реально далеко. Также здесь регулируется стекло, кажется, я уже об этом говорил, но тем не менее, его можно на 5 сантиметров поставить ниже или выше, что, конечно же, является плюсом. Вы, наверное, обратили внимание, что я говорю только все самое хорошее об этом мотоцикле. И это, наверное, тот самый случай, когда действительно о нем можно говорить только самое хорошее. Если его, допустим, начинать сравнивать с какими-то более заряженными спортивными версиями, то это сравнение будет не совсем корректное. Все-таки это классический городской мотоцикл, просто в более современном обличии с таким вот пластиком. Да, кстати, я не сказал, что есть еще и версия N, то есть CBF 600N, которая с классической круглой фарой.
Почему я не рекомендую своим клиентам покупать такой мотоцикл? Потому что рано или поздно скорости возрастают, и комфортно передвигаться на скорости свыше 110-120 км в час уже не представляется возможным. Поэтому лучше уж приобрести, на мой взгляд, версию с пластиком, то есть версию S, и забыть вообще о такой проблеме, как сдувание с мотоцикла. И что касается дизайна, на мой взгляд, это более современное такое представление техники, классической техники, чем, скажем, с круглой фарой. Хотя, конечно, на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Благодаря тому, что основой этого мотоцикла и является всем известный Honda Hornet, проблем ни с запчастями, ни с ремонтом данной техники у вас не возникнет. Что касается первого впечатления, что это очень спокойный и белый такой пушистый зверек, на деле же оказалось, что это не совсем так. Дело в том, что если активно вращать ручку газа, то через какое-то время мотоцикл начинает показывать свои зубы. Ускорение вполне себе неплохое, то есть если даже более опытный водитель с этим мотоциклом справится, то менее опытный, для него это может быть некой неожиданностью, такое достаточно сильное ускорение. И казалось бы, 20 лошадиных сил куда-то убежали по сравнению с Хорнетом. Опять же, тем не менее, мотоцикл действительно позволяет ехать очень быстро и уверенно. Но если Hornet более-менее спортивный по своим ощущениям и по посадке, то здесь более классическая прямая посадка и достаточно высокий центр тяжести. Поэтому в поворотах поехать быстро, конечно, получится, но для этого нужен уже более серьезный опыт. На мой взгляд, этот мотоцикл прекрасно подойдет и начинающим мотоциклистам, и тем, кто переходит с менее мощных мотоциклов на что-то более современное, более красивое, надежное и с меньшим набором каких-то болячек. Кстати, здесь их, в принципе, нет, за исключением одной, которая и присуща Хорнету. Это если мотоцикл постоянно заводить на подсосе, то рано или поздно заливает свечи, и скорее даже рано, чем поздно. Поэтому, если уж вы решили прогреть мотоцикл, то будьте добры на нем прокатиться. В таком случае никаких проблем со свечами не будет. В этом мотоцикле компания Honda воплотила поистине самое разумное решение. Это и надежный, и вполне себе спортивный, в то же время удобный, красивый. В общем, про этот мотоцикл можно говорить только хорошие слова. И лично мне он очень нравится, поэтому если вы хотите действительно выделяться на фоне остальных мотоциклистов, плюс вам нужна безопасность в виде системы ABS и в то же время надежность, то это будет ваш выбор. А на этом у меня все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы. С вами был Евгений Головкин и до новых встреч!